Друзья, всем привет! Продолжаем тему видеонаблюдения. И сегодня у нас на обзоре новая поворотная камерка с двумя объективами, модель 8BQ на 4 мегапикселя и с евророзеточкой. Начинаем! Итак, прошла распродажа 11.11, и Алик, кстати, в этом году очень радует, потому что посылки пришли достаточно быстро. Я заказал себе несколько разных интересных игрушек и буду постепенно про них вам показывать и рассказывать. Ну а сегодня про вот эту камерку от нашего любимого продавца Anviux. Это все та же Wi-Fi смарт-камера, модель A8BQ. Недавно мы рассматривали похожую модель, A8Q она называлась, и вот будет ссылочка на ее ролик. Узнаем, есть ли вообще в этих моделях разница. Камерка также на 12 вольт, внутри блочок на 2 ампера. Все это дело на 4 мегапикселя и в черном цвете. Ну, посмотрим, что внутри. Открываем. Все, как обычно, плотненько упаковано. Внутри нас встречает флешечка на 32 гига. В этот раз Mixza. Кстати, хорошие флешки, рекомендую. Блок питания. Сама камера с уже одетым на нее креплением. Инструкция. Инструкцию, кстати, стали делать постоянно на английском. Было раньше еще и на китайском, теперь все полностью на английском. То есть, подключить ее стало проще. Английский язык знает больше народа. И разного рода заглушечки. То есть дюбеля с саморезами и герметичный кожух на LAN-кабель. В принципе, полный комплект. Все как обычно. Ну, а что по самой камерке? Снимем с нее защитные пленочки сразу. Посмотрим, что там интересного. Верхний глянцевый объектив. Вот это все достаточно быстро испачкается, но не суть. Сверху мы имеем объектив, как вижу, 3,6 мм, комбинированных 4 светодиода, то есть они как инфракрасные, так и обычные будут световые. И снизу в поворотной его части точно такой же объективчик, только здесь 8 светодиодов, 4 из них идут просто световые и 4 инфракрасные. Этого будет вполне достаточно. Инфракрасная подсветка здесь будет достаточно мощная. У камерки, как обычно, две антенны, Wi-Fi сигнал будет достаточно уверенный. Нижняя часть поворотная, верхняя у нас стационарная. Но при этом, когда мы ее вешаем, сам вот этот вот кронштейн, он поворачивается. То есть мы вешаем камеру как нам угодно, крепим в стену в боковые вот эти отверстия, либо в потолок. Тут предусмотрено и то, и другое. И после этого уже один объектив направляем куда нам надо, второй туда же или в другое место и обозреваем территорию. Подобную камерку я, кстати, повесил у своих родителей дома и очень-очень даже интересно. Мне, допустим, такая тема понравилась. То есть висит всего лишь одна камера, а двор рассматривается в две разные стороны, что удобно. Что у нас еще по корпусу? Если мы посмотрим на саму камеру, то спереди мы увидим отверстие. Это будет микрофон. Сзади у камеры идет у нас динамик, то есть камера с обратной связью. Мы можем использовать ее как видеоняню. Человек, стоящий рядом с ней, будет в нее говорить, а вы будете уже говорить в мобильное приложение, звук будет идти непосредственно отсюда. Плюс, если кто-то в камеру попадет нежелательный в режиме охраны, то она может включить сирену, и орет она, поверьте, достаточно громко. Снизу на поворотной части у нас идет резиновая заглушка. Под резиновой заглушкой у нас флешка и кнопка сброса. Также этой кнопочкой можно в режим АП перевести. И на проводе у нас питание 12 вольт и LAN кабель, если надо подключение по LAN, если Wi-Fi туда, где вы ее вешаете, не добивает. Ну, так, в принципе, по самой камерке, по телу все. Теперь давайте ее подключим к мобильному приложению, посмотрим, что внутри. Подключим ее к компьютеру, посмотрим, какие там скрытые настройки. И посмотрим уже на сам видеофайл, что же она пишет, как это выглядит. Погнали!
Итак, дорогие друзья, подключаем нашу камеру к мобильному приложению iCC, и что мы можем здесь увидеть? В принципе, если сравнивать с предыдущими камерами с двумя объективами, то разницы сильной нет. Сверху у нас идет картинка стационарного объектива, снизу идет картинка поворотного объектива. Ну вот, к примеру, если мы перейдем в ПТЗ, в управление камерой, то вверх-вниз, видим, двигается именно нижний объектив. Функция, при которой нижний объектив привязывается к верхнему, и, допустим, мы пальцем нажмем где-нибудь там на кресло или на розетку, и туда повернется нижний объектив, в этой камере тоже присутствует. Но этой функцией, если честно, я не пользуюсь, мне неудобно. Постоянно хочется вызвать, допустим, настройки, включить-отключить охрану, жмешь пальцем на экран, появляется вот звездочка сверху, в которую надо нажать. При этом камера поворачивается туда, куда вы ткнули пальцем. Потом опять все поворачиваю. В общем, такое себе. Кому-то удобно, кому-то нет. Значит, по меню самого приложения. Все как обычно. Мы видим, что можно включить микрофон, это обратная связь, поговорить непосредственно через камеру. Динамик, мы будем слышать то, что происходит вокруг камеры на улице. Снять короткий обрывок видео можно, нажав на видеокамерку. Либо сделать скриншот. Так, это мы сняли видео. Либо сделать скриншот, нажав на камеру. Пожалуйста, то же самое, он сохранится у вас на мобильном телефоне. И SD, и Full HD — это переключение между качеством картинки. Также снизу в меню мы можем увидеть то, что здесь присутствует. Настройки звуковой и световой сигнализации, то есть это мы будем именно в ночном режиме либо прожектором, либо инфракрасным светом светить. ПТЗ — это покрутить камерой, отслеживание движения. Это когда снизу в нижний конкретно поворотный объектив попадает человек, допустим, в режиме охраны, и камера будет следить за ним, где он ходит. Круиз-контроль, обратный ход ПТЗ и так далее. Абсолютно все стандартные функции. Ну и также альбом, где мы можем видеть, что записалось на флешку, воспроизведение, и тревожные сообщения, если они у вас были. Что касается режима охраны, в этой камере сделано точно так же, как и в предыдущих. В охране здесь участвует только нижний объектив. Если в верхний объектив, в стационарный, попадает фигура человека, если у вас включен там Human Shape Detection, то камера на охрану не сработает. Под охраной у нас конкретно поворотный нижний объектив. Верхний, скажем так, просто как дополнение, который смотрит туда, куда вы его направили. Теперь давайте перейдем в основные настройки. Для этого нужно нажать звездочку в правом верхнем углу. Зайдем в базовые настройки. Здесь мы можем переименовать камеру, настроить угол поворота изображения вверх-вниз, влево-вправо его повернуть, выбрать скорость поворота поворотной части камеры и скорость, точнее и громкость динамика тоже отрегулировать. В привязке камеры мы можем включить ту функцию, о которой я говорил, когда мы в верхнем стационарном объективе нажимаем на картинку где-нибудь пальцем, и нижний поворотный объектив туда у нас подкатывает. В управлении хранением мы видим емкость нашей вставленной SD-карты и можем поставить запись либо циклично, либо до заполнения, ну и также отформатировать ее. В настройках записи выбирается качество разного рода, от плохого до хорошего. Качество, конечно же, зависит на качество картинки и на место, занимаемое непосредственно на флешке. И самое важное, что здесь есть смарт-сигнал тревоги. Зайдя сюда, мы можем включить тревогу, режим тревоги на камеры. Конечно же, советую ставить обнаружение людей, это режим Human Shape Detection. То есть, если у вас в нижнем объективе, напомню, кто-то появится, то камера выделит его рамочкой и сработает по охране. То есть, здесь нам нужно поставить еще чувствительность, и есть тонкие настройки данного режима. Также в настройках сети мы выбираем Wi-Fi сеть, если хотим переключиться на другую сеть. Хранение в облаке — это облачное хранилище, оно стоит денег, напоминаю, причем не маленьких. И можем зайти в меню об устройстве, посмотреть на саму модель камеры. В меню об устройстве у нас появляется серийный номер, он же Cloud ID для подключения камеры удаленно через компьютер. Версия устройства, версия ПО и, если нужно, обновление прошивки. Но здесь на данный момент стоит последняя версия. В темноте камера видит отлично. Тут претензий никаких нет.
Причем такая камера видит вдаль реально ночью на метров 20-30. Она очень хорошо освещает и двор, и все вокруг находящееся. Поверьте, у меня такие камеры уже стоят и на даче, и у родителей. Я вполне доволен. Далее подключаемся к нашей камере через компьютер. А именно сделаем мы в этот раз через веб-интерфейс данной камеры, просто через браузер. Как это делается, я показывал в предыдущих видео. В принципе, ничего сложного. Значит, заходим, видим все точно так же, картинка разбивается на две части, но нам главное сейчас не это. Нам интересно посмотреть ее настройки. Заходим в Remote Settings, выбираем системные настройки и ищем Net Services. И да, самые интересные фишки здесь присутствуют. Есть и настройка отправки письма на электронную почту, и FTP-сервер присутствует на борту, то есть камера отсылает отрывок фото и отрывок видео нам на удаленный FTP-сервер. И есть также RTSP, то есть камерку можно легко подключить к видеорегистратору. Хотя также здесь есть и OnVIF, поэтому с этим проблем никаких не будет. Что же касается электронной почты и отправки на FTP-сервер, я считаю, что эти фишки незаменимы в камере. Ведь если кто-то ее будет воровать, ее украдут вместе с флешкой. А так, камера будет до последнего посылать нам кадры и обрывки видео на удаленный сервер, на FTP-сервер или на электронную почту. Как это настраивается, смотрите в моем плейлисте, там все подробно описано. Ну что, дорогие друзья, в целом классная игрушка. Подключается и к мобильному приложению, и к компьютеру, и все необходимые функции есть, которые мы любим. И отправка на электронную почту, и на FTP, пускай видео и фото, и RTSP тоже для подключения к видеорегистратору и так далее. И, конечно же, протокол OnVIF тут тоже присутствует. Поэтому вещь очень универсальная. Можно использовать как самостоятельно, просто с мобильника или с компьютера, ее контролировать, либо подключать, сооружать какую-то систему видеонаблюдения вместе с регистратором. В общем, все, что нужно, на борту присутствует. В целом, если сравнивать ее с похожей моделькой, про которую я говорил в начале, то, что мы рассматривали, что-то мне подсказывает, если честно, что это то же самое, что было и там, но только в белом цвете. Все функции то же самое, корпус, на мой взгляд, то же самое, ну, разница фактически только в цвете, но почему-то это стоит по-другому. Кому интересно, ссылка на камеру будет в описании. Переходите, смотрите. Ну что, дорогие друзья, а на этом все. Кому было полезно, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, заглядывайте в описание, а мы продолжаем. Всем пока!